Предлагаю вам послушать чуть больше минуты записи принципиального человека. Человека, который посчитал невозможным свое нахождение на территории аннексированного Крыма, поступил честно и по-мужски. Он просто уехал. Уехал в Киев. Итак, слушаем. В эфире программа «Голоса Крыма». У микрофона Ирина Седова. И сегодня мой гость Сергей Псарев, известный крымский блогер, который сейчас живет в Киеве. Сергей, скажите, пожалуйста, когда вы уехали и по какой причине? Уехал я недели 2 назад, примерно 2 недели назад, по той причине, что, во-первых, я не согласен с тем, что происходит в Крыму в общем, не согласен с политикой нынешней власти и политикой российской в общем по отношению к Крыму, с той аннексией, которая произошла. И просто в Крыму, на самом деле, для меня, можно сказать, стало опасно, потому что я всегда был в центре событий, всегда, скажем так, везде где-то влазил. Говорить о России в Крыму опасно. Опасно для его жизни. Он не скрывает этого. То есть политику России освещать в Крыму нельзя. Против этого даже выступают многие крымчане, как я их называю, крымнашевцы. Как многие их так называют. Это очень известный крымский блогер, который сделал немало. Я, как блогер, имел достаточно результатов своей борьбы. Например? Например, маму выселяли из погранзаставы, которую захватил, скажем так, Ренат Ахметов. То есть после моих репортажей дали квартиру маме, именно после моего репортажа. И еще немного о себе. Бежать, снимать, куда-то звонить, писать, кого-то собирать, телеканалы центральные и так далее. Шутили даже девчонки и регионалки, что, говорит, надо у тебя тут, Серега, оставить корпункт, а не в Симферополе. Он поступил по-мужски, переехав в Киев. Пожалуйста, если у кого-то есть возможность устроить его журналистом, откликнитесь. Здесь в Киеве, я не знаю, хотелось бы найти какую-то работу, естественно, возможно, связанную с журналистикой. Если кому-то пригожусь, имейте в виду. Сергей Псарев, известный крымский блогер, который вынужден был переехать из крымского города Алупка в Киев. Он переехал, но борьбу свою он не забросил. Вот как мы окунаем в дерьмо их, в дерьмо. Большая просьба пользователям ФБ, пишущим у себя в статусах, слава богу, что я русский, не подавать больше заявки ко мне в друзья. Заранее спасибо. По-видимому, никто особо заявки в друзья не подает, потому что известный блогер имеет не очень много подписчиков и лайков. Как просто быть предпринимателем в России. И хоккей такой у нас. 4 пользователям это нравится. Ух ты, тут просто разрыв. 28 пользователей, 76 публикаций. Серьезно. На пути в Крым. Слава правому сектору. Да, Денис Казанский, конечно. Конечно. Да, вот такая она плохая. Но во всем этом что самое интересное? Катастрофа в Массандре, да. А теперь 2 сюжета на телеканалах. Телеканал Интер. Еще помнят, когда зарабатывали до $300 в день. Убытки теперь пытаются компенсировать высокими ценами. Телеканал ICTV. Не было вообще никого на майские. Майские просто, 0. Власники квартир хапаються за голови. Мужчина-бармен. Вы, наверное, уже догадались. Да, это наш герой. Ну а теперь разоблачение. То, что вы любите больше всего на свете. Вы, наверное, думаете, это старые сюжеты. Как же такое может быть? Да очень просто. То интервью, которое вы слышали в начале моего видеоблога, человек давал в октябре 2014 года. А потом он вернулся в Крым. По всей видимости, желающих принять его на работу в качестве журналиста в Киеве не нашлось. Поэтому, презрев опасности, которые подстерегают любого честного человека в Крыму, он в Крым вернулся. Более того, продолжает свою деятельность. Или в Крыму было не так опасно, или стало в Крыму не так опасно, или изначально человек немножко кривил душой, а поступок был не мужской, а чуть-чуть наоборот.